Всем добрый день! Мы сегодня снимаем новое видео. Оно по запросу покупателя. Была приобретена декоративная штукатурка эффектум мармара и эффект карты мира, марокканская еще называют. Попросили снять, как его наносить. Вот сегодня мы этот момент и будем рассматривать. Нанесение мармара. Ну, штукатурка сама по себе, она похожа на венецианку, но она выдерживает более плотные слои. То есть такая она очень эластичная, и аналогов я еще российского производителя не видела. Что хочу сказать, вы можете у нас ее заказать. Сейчас вы посмотрите, увидите эффект и можете заказать. Мы можем вам прислать в любой город свой материал. Находимся мы в городе Ижевске. Все данные есть у нас на сайте gorodecor.ru. Там можно будет посмотреть контакты и, если что-то заинтересует, написать, проконсультироваться и заказать. Как мы наносим? То есть изначально под мармара я бы рекомендовала стену красить. То есть краска, она как подложка такая будет, ну так как покрытие тонкое все-таки, стену можно покрасить. Можно не красить, в принципе. Нельзя ее наносить на сухие штукатурки гипсовые и на сухие смеси гипсовые универсаль, типа вот такого. То есть должна быть акриловая шпаклевка под эту декоративную штукатурку. Так, наносим, мы заколеровали. Ее такой в темный цвет. То есть она у нас будет очень эффектная. Мы ее сверху покроем серебром, она будет с эффектом переливов таких серебряных. Ну или посмотрим, может быть белое золото сделано. Наносим на кельму материал, вот такого цвета у нас он. Вот она, видите какая? То есть вот это мармара. Очень материал эластичный, похож на венецианку. Вот. Но однако можно из него и пофактурить немного. Наносим тоненький слой. Слой такой, чтобы укрыть поверхность стены. То есть, чтобы стена не просвечивала. Наносим. Особо рисунок, конечно, не нужно тут выводить, но и всякие царапины и куски быть не должно. То есть ровненький такой красивенький слой. Очень внимательно подходим к углам. То есть никто не любит потом дорабатывать, ходить, ползать в углах, там что-то дошпаклевывать. Наносите сразу, без пробелов, без проплешин вот этих и без соплей. Ну, чтобы на углах, на наружных, например, не висели эти сопли. Старайтесь сразу сделать внутренний угол хорошенечко доработать, чтобы он был полностью нанесен. И наружный угол, чтобы не было вот этих там всяких ненужных вещей. То есть более-менее ровненький такой аккуратненький слой. Расход у нее вот в данном нанесении будет грамм 500-600. То есть примерно грамм 300 уйдет у вас на первый слой, на квадратный метр. И примерно там 200-300 грамм еще уйдет на второй слой, на второй подход. В принципе, первый готов, мы ждем его высыхания. Сколько сохнет материал? Любая декоративка, любая лакокрасочная продукция в среднем сохнет 24 часа. Но если, опять же, в квартире сухо, значит, в принципе, с утра вы ее нанесли, и к обеду она, как правило, высыхает. По крайней мере, если мастер работает на объекте, и это одна комната, он там за часик, за два вот это вот все сделает хозяйство, потом какое-то время выжидает и начинает уже второй слой, сохнет быстро. Ждем высыхания. Первый слой у нас подсох. Продолжаем. Так, набираем материал на кельму. Вот таким вот образом. То есть делаем вот так. Есть еще другие способы, но мы будем делать так сегодня. То есть вот так вот. И переносим на стену. То есть мы кельму не прислоняем туда прямо. То есть мы вот не так делаем плотно, а вот слегка-слегка. То есть мы только материал прислоняем. Можно или приблизить, или чтобы видно было. То есть вот такие вот ежички, они у нас на стене появляются. И мы все время меняем направление руки разносторонними движениями, чтобы не было у вас квадратов вот таких, квадрат, квадрат, квадрат. А вот так меняем. Вправо, влево.
На стене мы наносим таким образом, ну, примерно метр на метр. Потом мы будем его приглаживать. Вот у вас есть стена. Первый слой вы можете нанести спокойно. Вот идем, как будто бы шпаклюем в круговую. А вот этот уже эффект, вот эта тамповка, она наносится, ну, примерно кусками. То есть нанесли метр на метр, пригладили. Дальше следующий метр на метр нанесли, пригладили. И вот так вот в шахматном порядке идем до конца стены. Всегда, когда вы работаете с декоративной штукатуркой, нужно делать от угла до угла. Любую штукатурку. Если она у вас высохнет, вам будет тяжело с ней работать. Не надо дать высохнуть, то есть делаем метр на метр. Дальше возвращаемся, приглаживаем. Сейчас вот мы нанесем тут и будем приглаживать. Где-то, если мало, можно добавить. Много старайтесь не наносить, излишки убрать тяжело. Вот если мало, можно добавить. А если много, то уже сложно будет что-то исправить. Ну, либо, например, шлепнули сюда кусок, у вас такой шлепок получился. Вам вот эти шлепки придется по всей равномерной стене примерно, ну, вот так, чтобы хаотично было. Придется добавлять вот эти шлепки, поэтому не наносите много. Сейчас он пару минут сохнет. Здесь у нас не метр на метр, а 50 на 60, поэтому мы чуть-чуть подождем, пока он сохнет. Чуть-чуть он должен подсохнуть, подстыть немножко. Продолжаем. То есть мы берем кельму чистую, мы ее помыли, вот мы сделали вот эту тамповку, кельму помыли и начинаем приглаживать аккуратненько, то есть сильно не давим, мы только приглаживаем верхушки. Вот. У нас, видите, на кельме остается. Мы ее чистим. То есть рядышком у нас водичка, но у меня она внизу. У вас это будет или влажная салфетка, или водичка рядом. Вот так вот мы приглаживаем. Кельма должна быть все время чистая, чтобы не оставлять, ну, сухариков таких. И приглаживаем мы хаотично, то есть вправо, влево, вниз, вверх. Все время разными движениями. Вот смотрите, если вы будете вот так приглаживать, то у вас весь рисунок и получится такой, он будет вот такой вот горизонтальный. А вам нужно как карту мира получить, эффект вот марокканский. Поэтому приглаживаем вправо, влево, вверх, вниз, тихонечко, вот таким вот способом. Здесь еще плюс в чем? Вы, например, нанесли, и потом вы можете добавить островков. Сейчас покажу, как это сделать можно. Например, хотите немного островков? Теперь мы захотели добавить где-то покрупнее. Мы берем снова материал и прямо чуть-чуть туда добавляем вот эти островочки. Напоминаю, что наносим мы декоративную штукатурку эффектум. Называется она мармара. Марморо на ведерочке написано будет. То есть берем и немножечко вот так вот добавляем. Покрупнее куда-то, да, нам нужно. Берем немножко материала на кельму и чуть-чуть добавляем островочки покрупнее. Сюда, например, добавим покрупнее. То есть она у нас будет не такая вот мелкая-мелкая, а с небольшими такими проплешинками. Ой, островочками. Что попало уже как-то. Ну, наверное, как-то так. И снова мы ждем немного высыхания.
полуфабрикат получается пока. Сейчас мы снова ждем немножко высыхания. Никто и не обещал, что наносить декоративную штукатурку это легкая задача. Первый слой, второй слой, потом мы дорабатываем этот слой, потом мы воском будем покрывать его, выберем еще, что мы в него добавим, какую лазурь. Вот у нас, кстати, есть лазурь. Я взяла белое серебро и взяла белое золото. Ну, я думаю, что здесь, наверное, все-таки белое золото. И будет она у нас такая красавица. Подсох у нас второй слой, топовка. Сейчас я почищу края. Вот видите, он сухой уже. Что мы делаем дальше? У нас чистая кельма. Мы вот таким образом еще приглаживаем мармура наш, чтобы убрать всякие острые края. То есть все равно же, когда вы наносите, там где-то что-то цепляется и немножко остренько. Вот мы ее приглаживаем. Кстати, хочу обратить внимание, что мармура полируется так же, как венецианская штукатурка. То есть, если вы кельмой будете полировать, то она у вас начнет блестеть. Так, мы вот так вот подчистили. Она у нас стала на ощупь приятная, гладкая. Проводим рукой, проверяем, ничего не раздражает. Значит, продолжаем дальше. Что нам нужно сейчас сделать? Мы берем воск. Вот написано воск декоративный база. То есть, ну, база это значит, что мы можем покрыть его как самостоятельное покрытие, так и заколеровать можем или добавить лазурь. Сейчас мы добавим в него лазурь. Лазурь это будет у нас белое золото. Сейчас, минуточку. Открываем. Так, как у нас выглядит воск? Воск у нас выглядит вот так. То есть воск декоративный. Материал похож на лак, но в нем именно содержится воск. То есть это восковая эмульсия. Вот так он выглядит. Вот. То есть это защитное средство для стен, которое можно заколеровать или можно добавить туда лазурь. Сейчас мы сделаем вот так. Возьмем немножко воска на крышку, например, да? Ну, возьмем, там баночки у меня нету, давай на крышку вот так. Сюда его. В этот же воск мы добавим немного лазури, белое золото, лазурь, декоративная лазурь, белое золото. Она создает такой очень приятный золотистый оттенок. Не яркий такой желтый, а приятный золотистый слегка. Разбавляется примерно 30% лазури, 70% воска. Если вы взяли, например, килограмм воска, то в него мы 300 грамм лазури добавим. Мы берем лазурь, добавляем его в воск, перемешиваем. Мы этим придадим перламутровый такой перелив для нашего мармура и защиту. Лазурь, она интерферентная, то есть она под разным углом по-разному выглядит. Самостоятельно ее наносить не следует, потому что она очень концентрированная. Так, все, перемешала и начинаю наносить. Накладываем на кельму. Вот так вот это выглядит. Вот так накладываем на кельму и наносим. Вот, посмотрите, как смотрится. Потом оно, когда высохнет, оно перестанет быть белым. А будет таким перламутровым. Вот. И наносим хаотично. Опять же, не вот такими вот полосами, а разносторонними движениями. Кстати, я недавно совсем смотрела видео тоже по нанесению штукатурки, и там рекламировали итальянские материалы.
Итальянские материалы, они очень дорогие. Человек, который снимал это, ну не снимал, а вот который показывал, да, нанесение, он говорил о том, что аналогов нет у этих материалов, лазури вот такие серебряные, аналогов нет. Есть аналоги. Есть аналоги, и они порядка 5 раз дешевле. Но у них точно такой же эффект. Я не буду называть канал и так далее, но аналоги есть, и вот они перед вами сейчас. И точно так же выглядит, то есть нисколько не хуже. Сейчас для того, чтобы увидеть результат, вот так вот выглядит. То есть вот он. Вот так. Но он сейчас белый. Когда высохнет, белый цвет пропадет. Останется только лазурь и мармара. Ну вот. Осталось у нас только подождать высыхания и показать вам готовый результат. В конце видео будет фото готового результата. А пока на сегодня мы с вами прощаемся. До следующего видео. Задавайте вопросы в комментариях. Не забывайте, если вам понравилось, ставить лайк и подписываться на наш канал. Задавать вопросы можно нам, мы всем отвечаем, мы никого не игнорируем. Ну и заказывайте материал, приобретайте, приходите, звоните, пишите. Всем пока!